Всем привет! Меня зовут Ольга Ткалич, я психолог, специалист по аутизму и куратор eBay. Сегодня мы будем говорить про гиперчувствительность и сенсорную перегрузку, возникающую при обработке информации, поступающей от органов слуха. И что такое гиперчувствительность? Гиперчувствительность – это когда сам орган слуха работает отлично, но когда информация поступает в мозг, там она обрабатывается неверно. И возникает сенсорная перегрузка. Сигналы воспринимаются как слишком сильные, слишком раздражающие. Сразу скажу, что гиперчувствительность бывает не только при аутизме и расстройстве аутистического спектра, но и при других заболеваниях и при других состояниях. Мы жили в городе с мужем в квартире, и меня там беспокоили все звуки с окна, ну и там вообще соседи были очень шумные, женщина постоянно кричала. Все эти звуки машин меня тоже очень беспокоили, люди, крики детей, и я думала, что когда мы переедем за город, все станет лучше намного, потому что за городом у леса и звуков таких не должно быть. Но здесь, в тишине, я заметила, что чувствительность к звукам усиливается. Уже любые посторонние звуки, они начинают выбивать из колеи. Когда и каким образом вы заметили в себе повышенную чувствительность? Заметила еще в детстве, когда из всех часов были вытащены батарейки, потому что тиканье часов это было какой-то кошмар. Также из часов такие были с кукушкой. Была вытащена кукушка мной года в 3. Мама очень ругалась, что я кукушку разобрала. Какие плюсы вы находите в повышенной чувствительности? У меня просто потребность абстрагироваться от шума и слушать тишину. Я очень люблю, когда тихо, нет никаких звуков, шума, просто лежать и смотреть на небо или смотреть в окно на снег. А тишина это меня успокаивает, наполняет. В тишине могут прийти стихи. Я могу написать какое-то стихотворение, то есть раскрывается творческий потенциал. Это возможно только в тишине, когда нет никаких посторонних раздражающих звуков. Шум огня, пение птиц, там шум ветра. Вот эти звуки я нормально воспринимаю. Как вы чувствуете приближение перегрузки? Мне становится плохо морально, в первую очередь. Что-то близкое к паническим атакам, к депрессии. Вот такое вот состояние. Например, у меня был обогреватель, который звенит. Я его заказала только потому, что он заявлен как бесшумный был. И я почитала отзывы, я все выяснила, что он бесшумный, да, все отлично. И когда он приехал, я его включила, и этот звук, он просто меня в бешенство какое-то ввел. Меня этот звук реально убивал. Вот, и пока у меня не было выхода поменять этот обогреватель, я прям чувствовала, что он меня убивает. Ну вот я могу это так назвать. Доводит до депрессии, до ужасного состояния. Я ничего не могу делать. Либо, когда уже конкретно перегрузилась, я просто свернулась калачиком на пуфике и плакала. Затем я поменяла этот конвектор на бесшумный. С мужем поменялась. Хотя он намного меньше греет, но я выяснила, что холод для меня меньше раздражитель, чем вот этот вот звук звенящий, постоянно, невыносимый. Я даже если могла от него абстрагироваться, от этого звука, да, типа я его не слышу, могла даже уснуть, то все равно я чувствовала, что мне становится все хуже и хуже. Я вхожу в какое-то депрессивное состояние, и мне просто плохо. Вот, я ничего не могу делать, и я поняла, что от этого раздражителя нужно избавляться. Чем скорее, тем лучше. Каким образом проявляется сенсорная перегрузка?
Но у меня бывает по-разному. Бывает, я впадаю в состояние депрессии, да, ничего не могу делать, кроме того, что смотреть в окно, сидеть весь день. Бывает, становлюсь нервной, да, там могу кусать губы, щипать себя больно. Вот, это мне помогает, чтобы вот эта душевная боль, моральная, уходила вот в это вот действие. Какие способы защиты вы используете дома? Сплю я в берушах, потому что любые стуки, звуки не дают мне спать. Я пробовала здесь вот в тишине, где нет вокруг людей, спать без беруш, но я могла всю ночь не спать, потому что все равно есть какие-то стуки, звуки, которые не дают мне расслабиться. А днем я стараюсь минимизировать звуки, избегаю раздражителей, да, вот с мужем поменялись конвекторами, ему шум абсолютно не мешает, этот звон от конвектора. Ну, у него, в принципе, постоянно там телевизор. Вот поэтому мы поменялись, и у меня сейчас бесшумный, и это прекрасно. Стараюсь как можно скорее найти причину моего плохого состояния и избавиться от этого раздражителя. И я часто не могу понять, что этому способствует. Иногда нахожу причину, иногда нет. Иногда понимаю через время, в чем была причина. Ну, приходится это просто переживать и ждать, когда пройдет. Я включаю любимые передачи, они отвлекают. И ухожу уже в этот мир, да, переключаюсь, смотрю эту передачу. Меня это отвлекает иногда от шума. Ну, если я в ресурсе, если я могу смотреть передачу. Бывает, я перегрузилась, и я вот могу смотреть только в окно, на небо, и мне нужна полная тишина. Или я сплю, и мне нужна полная тишина. Тогда вот я не могу включить передачи и отвлечься. Но если я могу, я это тоже использую. Прошу мужа вести себя потише и сделать потише телевизор. Как давно вы используете защиту сенсорной системы? Берушами я пользуюсь, сколько я помню. Я даже не помню, когда я начала ими пользоваться. Очень давно и постоянно. И у меня периодически болят уши из-за них. А сплю я в берушах. Днем я не могу ходить в берушах, потому что у меня и так от них уши болят. Я и так пытаюсь то в одно ухо вставлять беруши, то в другое. Изменилось ли ваше качество жизни с началом использования средств защиты? Изменилось, конечно. У меня нет таких депрессий, перегрузок большую часть времени. В принципе, все достаточно ровно. Бывает, конечно, я все равно слышу, как там муж собирается на работу, я просыпаюсь, я не досыпаю. Потом я прошу его потише все-таки собираться на работу. Он иногда прислушивается, это дает мне возможность более-менее поспать. Знают ли ваши знакомые и близкие о ваших особенностях восприятия? Да, муж знает, но он не может не знать, потому что он наблюдал мои перегрузки. Мне приходится его просить, чтобы он потише себя вел. Вот, поэтому он не может не знать. И мне очень важна в этом поддержка, чтобы близкий человек помогал мне с этим справиться, помогал мне минимизировать раздражители. В этом нет ничего стыдного, чтобы мужу об этом не сказать, чтобы он об этом не знал. Наоборот, он должен знать для того, чтобы он понимал, как себя со мной вести, чтобы он мог сделать мою жизнь более-менее комфортной. Что помогает вам восстановиться от перегрузки? Я такая заплаканная. Поплакать. Ну, кстати, поплакать тоже помогает иногда. Да, я не часто позволяю себе поплакать, но когда это все-таки случается, действительно, наверное, выходит гормон стресса со слезами, и сначала плохо от того, что ты рыдал, ну и опухший, и все такое, но потом как-то становится легче на душе.
Я предпочитаю смотреть на небо очень долго, смотреть на огонь. Меня это постепенно успокаивает и становится такое ровное состояние. Не сразу. Сначала я успокаиваюсь как-то морально, потом мне постепенно становится легче физически. Очень важно именно позволить себе делать то, что восстанавливает. Сейчас я себе это позволила и не оправдываю себя в этом. Если я хочу лежать и смотреть на небо, если у меня есть сейчас такая потребность, значит, я это делаю. Подписывайтесь, если вам интересна эта тема, и оставляйте свои комментарии. Пожалуйста, делитесь вашим опытом, вашими способами защиты сенсорики от раздражителей. Ваши комментарии будут очень полезны людям с подобными особенностями восприятия. Всего доброго, будьте здоровы, пока!